coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, товарищи, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру Доки Доки Литературный Клуб Плюс, только уже дополнение, и следующее наше дополнение, которое мы проходим, это понимание. Надо будет, кстати, вот что я точно не подумал, это надо заменить немножко, может, цвет немножко заменить из-за того, что поменялся именно. Все-таки именно доп. Сюжета надо все-таки хоть как-то изменить цвет, чтобы было понятно, какая часть к какому доп. Сюжету относится. Ну ладно. Может быть сделаю, а может быть и нет. Посмотрим. Вперед! Желаю всем приятного просмотра. И погнали! Юрий берет блокнот на спирали и вырывает из него несколько чистых листков. Так, а бумага нам зачем? Пригодится, чтобы рисовать в процессе. Карты, хронологии, семейные древа, ну или просто делать пометки. Пометки? Ну да. Да, это, наверное, очень полезно. Вот именно, особенно для тех, кто пока не очень хорошо знаком с жанром. Кажется, Юри вообще не заметила шутки. Но, поразмыслив, Сайори поняла, что это их и к лучшему. Я вот тоже так же посмотрел бы на Юри, если бы она так прям ответственно подходила к чтению. Ну, хотя так и на меня частенько смотрят, когда я к каким-то вещам подхожу, так реально непонимающе. Хотя я говорю так уверен. В общем, я не привыкла читать в компании, но постараюсь все тебе растолковать. Точно сможешь? Ведь ты такая умная. Так, подожди. Точно сможешь, ведь ты такая умная. Перестань. Юри попыталась отмахнуться от комплимента, но не сможет скрыть улыбку. Не стоит обобщать. Умная я только в тех областях, в которых у меня много опыта. А вот если приходится с людьми дело иметь, ни на что не гожусь. Как ты уже могла заметить за те 2 дня, что я застаю в клубе. Так что для меня умными выглядят все остальные. Особенно ты. Нет. Сайори трется плечом о плечо Юри. Ты такая милая, когда не стесняешься. Ну ладно, давай приступим. Хи-хи-хи, давай. А вот и литературный клуб включается в работу. Юрий начинает рассказывать Сайори о вселенной, в которой разворачиваются действия книги. И чем подробнее ее рассказ о расах, союзах, истории и магии, тем больше вопросов появляется у Сайори. К ее огромному удивлению, Юрий рассказывает так интересно, что слушать ее одно удовольствие. Становится ясно, что Юрий нравится не только сюжет, но и общее устройство фэнтезийного мира. Как люди все это придумывают? Это настолько неплохо, настолько не похоже на то, как пишу я. А что ты пишешь? Ну, стихи и всякое такое. По большей части это просто мои чувства и мысли, записанные на бумаге. А тут даже не представляю, сколько труда в это вложено. Ты любишь поэзию? По-моему, в одном из приложений книги есть сборник стихов и народных песен этого королевства. Да ты что? Ха-ха-ха. Юри хихикает, и сердце Сайори наполняется радостью. Она впервые слышит, чтобы Юри смеялась. А это значит, что Юри хорошо и весело. Ладно, если ты готова, можем уже начинать читать. Давай, только я не очень быстро читаю.
Ничего страшного, я очень терпеливая. Одно из немногих качеств, которыми я могу гордиться. Ясно. Сайори делает пометку на листке. Юри терпеливая. Эй, это же для работы с книгой. Ха-ха, шучу. Но я рада, что ты терпеливая, потому что со мной без терпения не обойтись. Очень часто. Сайори пролистывает оглавление и предисловие. Так, ладно. Глава 1. Девочки погружаются в чтение, и в комнате воцаряется тишина. Но длится она недолго, у Сайори снова возник вопрос. А что значит обеленный? В том контексте то, что его признали невиновным. Я ведь могу задавать вопросы, да? Конечно. Сайори переворачивает страницу. А это же сноски, да? Ого, тут во многих диалогах используются культурные отсылки, которые лучше объяснять, иначе можно что-то упустить. Они продолжают читать. Юри выглядит все такой же довольный и расслабленный. А внутри Сайори с каждой следующей страницы растет напряжение. Раньше все было наоборот, ведь Сайори легко и с удовольствием общается с людьми, а для Юри это вызов. А теперь они поменялись местами. Подожди, они тут говорят о прошлом или настоящем? Где? Вот здесь. О прошлом. На этой странице идет флешбэк о прошлом Барнаса. Но это же нигде не написано. Ясно из контекста. Сайори потирает виски. Они продолжают читать. Сайори задает все меньше вопросов. Она начинает понимать всю ценность заметок. Постоянно в них заглядывает и даже дописывает кое-что сама. Но вопросов стало меньше не потому, что Сайори привыкла к тексту. Она боится показаться глупой. Блин, это мило. Хорошо так прям в такую милоту погрузиться. Вместо темного и мрачного Дасквуда, где все те хотят воткнуть нос в спину, погрузиться в розовую и добрую историю. Прям приятно эти доп-сюжеты, где нет хоррора. Прям приятно. Наконец Сайори добирается до конца главы. Думаю, тут мы пока и остановимся. Давайте. Сайори делает глубокий вдох и закрывает книгу. Да уж, прочитала она сегодня не очень много. Ну что, какие у тебя мысли об этом? Сайори пытается подобрать слова. Я нормально справляюсь. Что? Не уверена, что поняла тебя правильно. Ну, как бы это сказать? Когда у меня столько времени уходит на то, чтобы прочитать и понять текст, я чувствую себя тупой. Ахахаха. Но я просто в восторге от того, как ты во всем этом разбираешься. Только благодаря тебе я не сдаюсь. Пытаюсь увидеть книгу такой, какой видишь ее ты. Ой, тут, извиняюсь, сообщение поперли. Тихо. Серьезно, извиняюсь. Так, сейчас, на секундочку. Так, я вернулся. Извините, что отошел. Так, я вернулся. Продолжаем. Лицо Юри мрачнеет. Понятно. Она начинает молча собирать свои вещи. Мы же продолжим завтра, да? Юри замирает, затем качает головой. Завтра мы можем заняться чем-нибудь другим. Но... Прости меня. За что? Я не понимаю. Прости. Я больше не хочу этим заниматься. Вот и все. Прости, что заставила тебя.
Юрий уходит. Ничего ты меня не заставила. Ничего ты меня не заставила, произносит Сайори в пустоту. Как это вообще произошло? Ведь только что все было нормально. Это все я виновата. Ляпнула какую-то глупость и обидела ее. Надо было просто сказать, что мне понравилось. Да Моника доверилась мне, а я... Я ведь только это и умею. Я все равно облажалась. Что если она больше не захочет приходить? Пришибленная чувством вины Сайори бездумно смотрит на заваленную заметками парту. Рядом с ними лежит книга. Так, если бы она решила не возвращаться, то книгу бы забрала, верно? Хотя вдруг она ее просто забыла. Ох, какой ужас! Неужели она подумала, что мне не понравилось, и из-за этого ушла? Или это ей не понравилось из-за того, что я такая тупая? Наверное, я все испортила, потому что слишком долго во всем разбиралась. Да будь я поумнее, ей было бы со мной гораздо интересней. Не нужно постараться ради нее. Нормальненько так. Ну что ж, доп. Сюжета. Вторая часть. Понимание. Начать дополнительный сюжет. Впервые за все время Сайори приходит в клуб раньше всех. С каждой минутой ей становится все тревожнее. Придет ли сегодня Юрий? Сайори следит за партой и постукивает ногой по полу, чтобы хоть как-то успокоиться. Почему я принимаю это так близко к сердцу? Я делаю все, что в моих силах, чтобы Юри была довольна. Наверное, этого недостаточно, но лучше у меня все равно не получится. Опять я всех подвела, всегда всех разочаровываю. Сайори продолжает бороться с приступом самоуничижения. Она дергается на каждый звук, надеясь, что это Юри. Время идет, а в клуб так никто и не пришел. Ни Юрий, ни Моника. Блин, это плохо. Как же я опаздываю. Зачем я только взялась помогать одноклассникам с домашкой? Так и норовят на шею сесть. Что могут подумать новички типа Юрий, если я не буду приходить в клуб первый? Моника поворачивает за угол и подходит к клубу. И тут... Юрий? Юрий вздрагивает, услышав голос Моники. Она сидит у стены рядом с дверью в клуб. Со смущенным видом она захлопывает книгу и встает. «Прости, я сегодня так опоздала, но не надо было ждать меня в коридоре. Клуб всегда открыт». «Я не...» Юрий умолкает, не в силах подобрать слова. Она заглядывает в приоткрытую дверь и отворачивается. «Вообще-то, я хотела спросить, могу ли я сегодня тебе чем-нибудь помочь?» «А что, мне? С рекламой клуба?» «Да». Моника озадачена. С чего вдруг Юрий просит об этом? Ведь еще вчера она хотела провести время с Сайори. Неужели они не поладили? Моника тоже заглядывает в клуб и видит там сидящую в одиночестве Сайори. «Ладно, это простая работа, но я с удовольствием возьму тебя с собой. У меня то же самое». Моника встревожена, но ей сложно заставить себя вмешаться в ссору. Тьфу. Если вдуматься, это даже смешно. Моника ведь была в клубе дебатов, но по-прежнему избегает конфликтов. «Ладно, пойдем. Нужно отксерить нашу листовку, потом пройти по школе и заменить на досках объявлений старые листовки на новые». Юрий кивает.
Какое-то время они идут молча. Монике сложно начать беседу без помощи Сайори. Так вот, как у тебя дела? Попробую. Это хорошо. И обе снова замолкают. Разговор заглох. Как Сайори умудряется это делать? Да, извини, что вчера не пересеклись. Я после занятий сразу пошла в компьютерный класс поработать над листовками. Ого, Сайори говорила. Чем вы вчера занимались? Читали. О, здорово, наконец-то подходящее занятие для литературного клуба. Да? Знаешь, я когда услышала, какими книгами ты увлекаешься, даже испугалась поначалу. Но это, конечно, глупо. Я почему-то всегда побаиваюсь вещей, в которых не разбираюсь. Однако еще глупее было бы считать, что у всех, кто приходит в клуб, вкусы будут совпадать с моими. Здорово, что ты смогла увлечь Сайори. Значит, клуб работает. Я очень и очень рада. Она не увлеклась. В смысле? Ей не интересно. А я была дурой, что ее заставляла. Юрий умолкает, не в силах подобрать слова, чтобы выразить свои мысли. Что-то случилось? Юрий вздыхает. Нет, дело во мне. Я просто... Юрий снова умолкает. Что? Я думаю... Проходит несколько мгновений, и Юрий качает головой. Нет, мне не следует ни на что жаловаться. Слушай, ну ты чего? Я не считаю, что ты жалуешься. Я просто хочу, чтобы ты чувствовала, что мы тебе рады. Если для тебя это важно, расскажи мне обо всем. Я правда чувствую, что вы мне рады. Наверное, даже слишком. И дело не в клубе, я же говорю, дело во мне. Поэтому я не хочу тебя этим напрягать. О. Моника задумывается на пару секунд. Слушай, а если сформировать иначе? Моя задача как президента знать о потребностях всех членов клуба, так? К нам ведь будут приходить совершенно разные люди. Ну, я надеюсь. Зная предпочтения всех участников, я смогу придумать занятия и мероприятия, которые устроят всех. Совсем всех? Не только некоторых. Ну да, моя задача заботиться обо всех вас. Иначе что же это за клуб? Ясно. Кажется, Юрий немного расслабляется. Заметив это, Моника понимает, что правильно сделала, переведя разговор в более практическое русло. К каждому человеку нужен свой подход, это уж точно. Ладно, Юрий делает глубокий вдох. Знаешь, я и вправду очень странная и неловкая. Я уже с этим смирилась. Я просто не умею, общаться с людьми. Почему у других это так просто выходит? Как вы так берете и общаетесь на любую отвлеченную тему? О вещах, которые мне интересны. Я могу говорить часами и остановиться вовремя не могу. Но обо всем остальном я просто не знаю, как и зачем говорить. В общем, я это про себя знаю. Я не умею общаться с людьми и ничего не могу с этим поделать. Иногда я знакомлюсь с новыми людьми, они меня игнорируют, либо издеваются надо мной, либо жалеют. И Сайори как раз в третьей категории. Она что? Стоп, ты хочешь сказать, что Сайори общается с тобой из жалости? Юрий кивает. Я просто хочу, чтобы ко мне относились как к нормальному человеку. Если я тебе не нравлюсь, если тебе не интересно то, что интересно мне, возьми и скажи прямо. Я это приму и все. Сайори слишком добрая. Я такая дура, что сразу не поняла. Она бы согласилась на что угодно. Никто не должен страдать только потому,
потому что жалеет какую-то чокнутую, которая не умеет заводить друзей. Это отвратительное ощущение. Я его ненавижу. Резкие слова Юрия создают напряжение в воздухе. Еще в середине беседы девочки остановились, забыв, что шли куда-то по делу. Моника глядит на Юри. Юри смотрит на пол, сжав кулаки. Мне кажется, тебе лучше ей об этом сказать. Я бы никогда не смогла сказать такое в лицо. Это мерзко. Сайори особенная. Для нее самое важное – делать людей счастливыми. Уверена, именно этого она и хотела. Так что, если ты объяснишь ей, что делает тебя счастливой, она в лепешку расшибется, чтобы этого добиться. В этом и проблема. Что это за дружба, когда один человек постоянно подстраивается под прихоти другого? Прости, это звучит так, словно... Нет, кажется, я начинаю понимать. Моника колеблется, не зная, как лучше закончить мысль. Сайори выразила бы это гораздо лучше. Сайори всегда готова поделиться теплом, чтобы заставить собеседника улыбнуться. Но Юри сложно принимать чужую заботу. Из-за этого Сайори становится настойчивее, и все делается только хуже. Винить тут совершенно некого, но эту задачу можно решить только если они обе узнают друг друга получше. Сайори хочет быть тебе другом, это я гарантирую. У разных людей разные потребности, и это нормально. В смысле, у Сайори они тоже есть. Дружба тем и хороша. Друзья могут делать друг другу все, что нужно. Тебе просто нужно поговорить с ней. Но я не умею говорить с людьми. Юри останавливает себя и качает головой. Извини, я не то хотела сказать. У меня голова так устроена всему сопротивляться. И я из-за этого отталкиваю от себя такого чудесного человека. Юри задумывается. Я так устала от этого порочного круга. Мне кажется, я так боюсь быть отвергнутой, что начинаю отталкивать людей первой. Это ужасно глупо и инфантильно. Юри глубоко вздыхает и выдыхает. Вдыхает и выдыхает. Я не хотела превращать наш разговор в сеанс психотерапии. Но теперь понимаю, что мне нужно просто с ней поговорить. Ха-ха-ха, все нормально, это все ради клуба, помнишь? Так ты поможешь клубу стать идеальным местом для всех. Угу. Юри снова умолкает, но кажется, она хочет что-то добавить. Это, знаешь, как раз этот вид критического мышления, в котором я не сильна. Ну, в смысле, я совсем не разбираюсь в людях. Так что спасибо. Всегда пожалуйста. Моника улыбается Юри. И Юри находит в себе силы встретить ее взглядом и улыбнуться в ответ. Ну что ж, и мы заканчиваем на этом. И мы на этом уже заканчиваем. В следующей уже серии мы уже будем наблюдать за диалогом Сайори и Юри. Посмотрим, как все пройдет. Но я уверен, что все получится, если уж они так собрались. И, честно говоря, тут понятно теперь, как устроен клуб. Это буквально пазл. Они буквально являются таким пазлом именно. Без друг друга Сайори, Юри, Нацуки, Моника. Они все являются как одна большая такая мозаика. И без друг друга они просто не могут. Они так себя прям... Ну, можно сказать, эту мозаику они вместе так долго
строили именно, пытались понять именно, как лучше именно вставить определенную деталь, чтобы каждому было крайне приятно в клубе. И отчасти именно еще понятно, почему Нацуки, кроме некоторых других причин, которые я знаю, так именно скептически отнеслась к новичку. Так как именно долгое время, может, они находились именно впятером в такой мозаике. И тут резко приходит уже 6-й. Блин, так приятно. Прям такая теплота на душе. Люблю такие милые ответвления. Ну что ж, буду надеяться, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер, на Discord сервер по Доки-Доки, буду рад вас там видеть. Не забывайте, пишите комментарии больше 5 слов, чтобы поддержать видеоролик, продвинуть его в рекомендации. И не забывайте жать на кнопочку подписаться, так вы о новых видео узнаете и поможете видеоролику. Также поможете видеоролику. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!